В общем, никто не понял Анин этот шортс. И люди начали там спрашивать, в какую сторону касаться, чего, куда. Есть уровень 400, ребята, рейтинг, и ниже. Вот у них у всех там попадешь в верхушечку, будет зацепчик. Попадешь вниз, будет меньше зацепчик. И это говорит о чем? Что нужно целиться или сюда, и вы получите разную подачу. Уровень перворазрядников. Мастера уже это читают, видят, и это даже смешно. Это как будто смотришь в одну сторону, подаешь в другую. Это работает, на любительском уровне. Сейчас посмотрите Аню, она вам все расскажет. Как же делается сильное и слабое вращение при подаче? Да, в принципе, и при любом ударе, потому что здесь просто работает физика. Я не встречала еще объяснения этого, возможно, кто-то где-то говорил, но я не видела этого. Я хочу научить вас этому приему, это очень важно. Ваш импульс, который вы создаете в момент замаха, должен передаться в мяч. Но передаться он может по-разному. Если вы передадите больше импульса в мяч, соответственно, он преобразуется в более сильное вращение. Если передаем меньше импульса, то вращение будет, естественно, слабее. И при этом не нужно целиться в разные точки на ракетке. У вас есть пятно касания, которое расположено чуть выше центра, но оно не сдвигается к краю. То есть вы попадаете в это пятно и не целите специально по краям, потому что нету в этом никакого смысла. А смысл именно в том, насколько вы передадите свой импульс, который вы создали на замахе до момента касания. То есть как вы его передадите. Вы передадите его полностью, либо вы передадите только часть этого импульса. Соответственно, ваше вращение будет либо сильным, либо оно будет менее сильным, будет слабее. То есть степень вращения меняется, степень вращения. Как мы передаем импульс? Импульс мы передаем за определенный отрезок времени. Этот отрезок будет либо очень коротким, либо чуть больше. То есть передача происходит именно по времени касания с мячом. При жестком касании, то есть с напряжением в руке, импульс передается за более короткое время. Соответственно, больше мяч получает вращение. При мягком касании, в момент движения рука расслабленная, она также двигается очень быстро и с тем же движением, но при мягком касании время контакта увеличивается, и импульс переходит в мяч за более длительное время, за более длинный отрезок. Соответственно, мяч получает меньше импульса, и он меньше крутится. То есть при одинаковом движении, абсолютно одинаковое движение в одну точку касания с напряжением в руке, либо с легкой, ненапряженной рукой при одном движении, и я могу создать разную степень вращения. И это будет не видно. То есть не нужно попадать низом, либо верхом, либо центром. Целимся в пятно. То есть физика работает по-другому. Естественно, если я попаду в край, у меня будет хуже вращение, это понятно. Рычаг короче. Если я попаду больше носиком, рычаг длиннее, будет больше вращением, но это все видно. То есть это видно, попадая тем более в край, вы снижаете контроль. То есть вы делаете только хуже себе, а соперник это все прекрасно видит. Вам кажется, что он не видит, но он это все прекрасно видит. Да, естественно, вот видно на видео, что в более напряженном состоянии я попадаю в мяч чуть раньше, а в более легком касании мяч попадается чуть-чуть выше. Но я не выхожу за пятно. То есть это получается естественным образом, но только за счет моего напряжения в руке, либо расслабленное. Одно и то же движение, одна и та же скорость, очень важно. То есть не надо замедлять. Многие замедляют специально и выдают так называемый толчок.
То есть либо толкаю, либо иду по касательной. Это тоже все видно, прекрасно все читается. То есть мастера высокого уровня, они абсолютно идентичное движение с одинаковой скоростью, одна и та же скорость, но либо легко, либо жесткое касание. Видно, конечно, тоже это видно, но уже настолько незаметно и в игре, то есть пропускают все, пропускают мастера спорта, пропускают очень топовые игроки, потому что в момент игры уж такие нюансы, и вот это напряжение, либо расслабленность, это очень плохо видно. Соответственно, если научиться мастерски это скрывать, это будет просто супер подача для любителей, поэтому учитесь управлять своим телом, учитесь чувствовать мяч по-разному, учитесь играть в напряжении, в расслабленности, но не показывайте это визуально. И поверьте, этот прием, он не только на подаче, он в принципе в любом ударе идет. Он идет и в срезке, и в блоке, и в топ-спине. Но в игре мы зависим от приходящего мяча. И это сложнее сделать. И, в принципе, это не всегда пользуется. Но в подаче вам никто не мешает. Вы подбрасываете мяч и работаете самостоятельно. Вам никто не мешает это сделать. Поэтому в подаче это очень актуальная вещь. И этим пользуются все. Все профессионалы этим пользуются, потому что не видно. Еще раз, не нужно попадать в край, в центр, в край сюда. Не нужно. Это неправильно, это работает не так. Кто-то где-то увидел, что он подал сильным вращением, он попал чуть-чуть сюда, а потом он сделал пустую подачу, человек ошибся, и при этом он заметил, что он попал сюда. И все, окей, все, теперь я буду попадать сюда, и у меня будут разные вращения. Да, это так, но это принцип не тот. Принцип именно в состоянии напряжения либо расслабленности. Принцип в передаче импульса за короткий промежуток или за более длительный промежуток. При этом не меняя точку касания, не меняя движение, не меняя скорость движения. Принцип в контакте с мячом. Теперь вы знаете этот секрет. Я вам желаю тренировать его, я вам желаю отрабатывать, и я буду делиться и дальше. Буду делиться дальше такими тонкими моментами с объяснением, потому что очень многие вещи, они не видны, и объяснить их нормально далеко не каждый может. Аня ушла? Эй вы, горе-мастера, которые перворазрядники, учите в своих спортшколах, калечите детей, непонятно чему. Возьмите одного китайца, и он всех научит. Аню учил китаец. Ее папу, мастера спорта СССР, учил китайский мастер спорта. Так что нужен нам всем китаец, и все будет хорошо. Всем пока, всем удачи.